До того, как заняться граффити, в принципе, детство было обычным, несмотря на то, что это была Москва, как бы у меня не было каких-то излишеств. Семья была обычная, небогатая, но я полностью благодарен маме с папой за то, что они мне дали. То есть, если была возможность что-то купить, и это было действительно нужно, интересно мне, то я так или иначе со временем получал это. Ярко помню тот момент, когда был 93-й год и все движения с Белым домом. Квартира находилась не так далеко от этого места, и, соответственно, техника тоже боевая проходила рядом. А родители не упускали, соответственно, гулять, еще что-то переживали за нас с братом, вообще за семью. Я думаю, на тот момент не так я воспринимал это, но по-любому было страшно, что может что-то произойти. Чудом, может не чудом, я не знаю, я поступил и получил образование как учитель изобразительного искусства. Стал больше читать книг по психологии, связанных с воспитанием, и я понял, что обучение рисованию – это классная миссия. На данный момент очень комфортно себя ощущаю на уроках, вижу интерес детей к рисованию, вижу горящие глаза, когда они заинтересованы и хотят что-то от тебя узнать новое. Эти эмоции заряжают меня, также мотивируют. Я до сих пор стараюсь осваивать живопись, стараюсь осваивать рисунок. Всегда смотрю какие-то новые темки, связанные с тем, как подать урок. Читаю книги по искусству, потому что хочу быть не просто каким-то учителем, который чисто пришел сказать детям: рисуй на свободную тему. Хочу, чтобы они были действительно подкованы немного в искусстве по окончанию моих уроков, могли разбираться в чем-то. И если это дети, которые действительно хотят чего-то добиться с рисованием, я всегда готов им дать тот максимум, который есть у меня. Иногда я нахожусь в галерее, смотрю на людей, и у них такой вид, будто они все прослушали курс по истории искусства. При этом ты подходишь к кому-то, начинаешь вести диалог и понимаешь, что они Мане от Мана не отличат и не знают, что такое конструктивизм или чем пуантилизм может отличаться от других видов импрессионизма или еще чего-то. В современном искусстве сейчас много фальши, мне кажется, особенно со стороны зрителей. Эта фальшь мотивирует зачастую не так правдиво работать сами галереи. И это удручает. В этом плане, глядя на Европу, когда я вижу фасад с мертвой крысой, который находится в доступе для людей, и люди на это нормально реагируют, мне эта позиция нравится намного больше. И пускай кто-то может обвинять подобные решения в какой-то большой распущенности, либо каких-то диких нравах, но это явно дает больше возможностей, чем постоянная штамповка фасадов с героями войны. Появление этих людей, которые считают, какому искусству здесь быть, а какому не быть, это больше говорит о том, насколько ни наше общество, ни правительство городов, насколько оно не готово к современному искусству, к уличному искусству. И для них это по-прежнему пока только средство заработка, отмыва денег, реализации своих личных целей, реализации госбюджета, который отнюдь должен идти не на это, если вы хотите добиться какой-то благой цели. Надеюсь, что через 10 лет Россия шагнет в этом плане в
кавычках скажу, цивилизованное общество и будет давать возможность, а не мерить все только патриотизмом или тем, что сказали сверху и нужно реализовать. Потому что искусство, прежде всего, это свобода выбора и свобода того, что ты говоришь. К сожалению, со свободой у нас пока большие проблемы. В один момент так произошло, что я заболел. Это был диабет. 100% это все было связано с сахаром. Я думаю, ни для кого это не секрет, кто даже поверхностно что-то слышал об этом заболевании. Чисто как самоирония, я решил подумать, почему бы не сахар. И на данный момент это для меня отличные буквы, чувствую в них и пластичные какие-то мягкие моменты. Если хочется быть дерзким, то появляются какие-то острые углы. У меня бывали, к сожалению, ситуации, когда мне становилось плохо, причем бывало это в разных местах, там на работе, в метро, просто там на улице. Судьба так была ко мне благосклонна, что попадались люди, которые не проходили мимо и помогали мне физически, как бы вытаскивая из плохих состояний, которые были связаны со здоровьем. И для меня это большой показатель того, что в окружающем мире очень много людей небезразличных, как к знакомым, так и к незнакомым людям. И хочется, чтобы так было и дальше, и таких людей становилось больше, особенно если говорить о каких-то более молодых поколениях. Появление ребенка – это в любом случае огромная ответственность. Иногда человек к этому может быть не готов, либо просто может не справляться в силу тех или иных обстоятельств. Для меня появление ребенка очень, наверное, важный фактор, и это, наверное, лучшее тоже отчасти, что со мной произошло, потому что эмоционально, когда вижу сына, я очень заряжаюсь. Несмотря на то, что он также от меня берет очень много энергии, хочется давать ему тоже большой максимум, как бы, насколько это возможно. Это не всегда получается. Иногда в силу там, может, какой-то усталости, либо других желаний ты не игнорируешь, но принижаешь, наверное, внимание, которое на самом деле должно быть по отношению к ребенку. С этим хочется бороться и действительно давать больше отдачи как бы от себя. Но я думаю, это знакомо всем людям, у которых есть те или иные увлечения, потому что они все равно высасывают из тебя энергию, но при этом как бы ты и от них заряжаешься. Я думаю, отчасти сыну нравится то, чем я занимаюсь, потому что он тоже с интересом иногда смотрит, как-то реагирует. Мне это очень нравится, не безразлично. Но у меня нету какого-то желания думать, что он там тоже будет художником там, или еще что-то. Здорово, если он найдет то дело, которое будет ему приносить удовольствие и как-то эмоционально его тоже заряжать. Порой, оглядываясь уже сейчас назад, находясь там в определенной ситуации с семьей, я понимаю, что в какие-то моменты увлечение играло для меня более важную роль, и из-за этого я уделял меньше внимания семье. Это было плохо, и сейчас я бы все сделал по-другому. Если смотреть на то, что происходит вокруг, касательно каких-то творческих направлений, даже моды, наверное, музыки, то сейчас все, в принципе, в тенденции упрощения. Архитектура, автомобили,
Поэтому я думаю, то, что сейчас происходит с граффити, это упрощение, это не следствие, наверное, даже спирального какого-то развития или там возвращения к корням, да, это просто следствие времени. В целом меня на самом деле удручает то, что сейчас это некоторый упадок такой культуры, потому что люди перестают как раз коммуницировать между собой. И та ценность граффити, что люди могут делать совместные какие-то продукты, создавать что-то общее, она уходит всегда. Отчасти, может быть, это происходит в силу того, что все хотят, скажем так, получить какую-то индивидуальность, достигнуть какого-то именно личного пика. Это видно по тому, как распадаются какие-то дуэты, коллективы, там, команды, и люди начинают именно больше уделять внимание персональной работе. При этом те же навыки, которые они получают, решая совместные задачи, они, получается, уходят на второй план. Для меня же, наоборот, всегда возможность что-то придумать именно совместно с кем-то – это очень большой шаг вперед, потому что это всегда новый продукт, это какие-то задачи, которые ты решаешь по-новому, новый взгляд, особенно если ты рисуешь с людьми, с которыми ты никогда вместе не рисовал, а иногда даже не общался до этого, не был знаком. А тут у тебя такая классная возможность придумать что-то, ты можешь что-то для себя новое открыть. Когда ты работаешь всегда над чем-то один, ты так или иначе попадаешь в некоторый такой личный плен. Иногда мы, бывает, стесняемся что-то сказать близким, потому что боимся, возможно, услышать какой-то укор в свой адрес. Поэтому зачастую друзья становятся для тебя той подушкой, в которую ты можешь поплакаться. Я уверен, что это происходит не только у девушек, но и парней, потому что так или иначе все равно есть проблемы, которые у нас возникают, и очень круто, когда у тебя есть друзья, которые от тебя не отвернутся, готовы будут с тобой сидеть, прогуляться или пообщаться с тобой 2-3 часа по телефону и выслушать банально тебя, потому что порой это важно. Или дать реально крутой совет, который для тебя окажется стопроцентным решением и поможет тебе действительно выбраться из этой ситуации. В принципе, вообще не особо я думаю над тем, что будет дальше, потому что больше меня беспокоит, что происходит здесь сейчас, или что будет происходить там в какое-то ближайшее время. И задумываясь о смерти, я прежде всего хочу успеть сейчас, чтобы люди могли вспомнить то, что я сделал для не только себя или близких, а для какого-то, может быть, и незначительного количества людей. А может быть, наоборот, что-то серьезное, что люди вспомнят. И мне прежде всего хотелось бы думать, что если завтра меня не станет, то достаточно большое количество придет помянуть меня или будут вспоминать какие-то серьезные вещи и скажут, что этот человек сыграл хорошую роль.